Здравствуйте, говорит Татьяна Дьяченко, и это видео об эффекте сытых свиней, которое объясняет, почему люди, которые наблюдают насилие, защищают агрессора и обвиняют жертву. И это ответ на мое видео о хамстве и о хамах, и о том, как их защищают от user MMM5, T3 и так далее. Он пишет, это как раз эффект сытых свиней. Они защищают не нарцисса или хама, они защищают свое личное благополучие и покой. Ну, то есть, видимо, имеется в виду, что когда свиньи сытые, они хотят наслаждаться жизнью, и они не хотят противостоять агрессору и защищать жертву, чтобы продолжать отдыхать. И в таких случаях проще заставить жертву нападок, заставить терпеть первичное зло и агрессию. И аргументируют они это тем, что зло уже все равно совершилось, или вот он такой, что ты и раздуваешь из мухи слона, уступи дураку. Вот промолчал бы и ничего бы не было. Ты сам продолжил конфликт, ты сам спровоцировал, не надо было отвечать. То есть ради личного покоя они не смотрят на несправедливость и зло. Ну правильно, ведь вступиться за жертву – это значит потерять покой. И можно также получить от того же агрессора. Если это на работе, можно вообще лишиться работы, можно лишиться денег. То есть тут очень много неприятных вещей может случиться, неприятных последствий. И дальше он говорит, а самого агрессора эти люди боятся, потому что уже видели, на что он способен нападать. И это еще один аргумент – восстановить тишину в хлеве нападками на оппонента-агрессора, то есть на жертву. И вкратце можно сформулировать так. Пусть просто он на тебя вытерет ноги, и все закончится, не усложняй нам жизнь. И я согласна, защищать очень страшно. И делают это только смелые люди, самоотверженные, которые не боятся. Или те люди, которые делают это автоматически, у них как будто такая кнопка срабатывает. Это несправедливость, я не могу это терпеть. Вот так же случилось с Люси, о которой я рассказывала в предыдущем видео. Она защитила себя и своего ребенка от агрессивной бабушки. У нее вот эта кнопка моментально сработала. Но далеко не все так могут делать. И это понятно, страх может парализовать. Но одно дело, когда вы не защищаете, потому что боитесь, а другое дело, когда вы обвиняете жертву. То есть фактически вы встаете на сторону агрессора и становитесь соучастником этого зла. И почему они обвиняют? Потому что если жертва сама виновата, то есть оправдание, почему они не защищают. Они говорят, ты сам спровоцировал, почему ты не промолчал, уступи, или ты сама так посмотрела, ты сама так оделась. То есть если жертва виновата, то тогда им ничего делать не надо. То есть она пострадала справедливо, она достойна такого отношения. Но на самом деле человек пострадал, жертва агрессии пострадала, а наблюдатель еще добавляет. То есть еще добавляет этого зла. Как бы двойная нагрузка. С одной стороны обидели, а потом его обвинили за то, что его обидели. И это обвинение жертвы называется victim blaming. У меня есть на моем канале видео, которое объясняет причины victim blaming. Называется «6 причин victim blaming», почему жертву обвиняют. Но это очень опасная вещь, когда люди поддерживают агрессора. Потому что если каждый раз после агрессии окружающие заставляют замолчать жертву, а не агрессора, то агрессор получает сообщение, очень простой урок. Мне можно продолжать. Если я нападу, если я буду таким напористым, то окружающие сами справятся. Они заставят жертву замолчать. И получается, что агрессивное поведение получает подкрепление. Это даже им приятно, что их защитили. Значит, он будет так дальше делать. Причем свидетели насилия, которые обвиняют жертву и присоединяются к агрессору, они иногда думают, что они совершают благое дело. Они говорят, я просто не хочу, чтобы конфликт продолжался. Уже помиритесь в конце концов. Я хочу мира.
Я не хочу вмешиваться, я нейтральная сторона. Давайте уже закончим этот конфликт. Но почему-то часто под словом «мир» понимается одно: пусть тот, на кого напали, замолчит. Пусть тот, на кого напали, уступит, а вот агрессор успокоится. Это совершенно несправедливо. Вот напишите, были ли у вас такие ситуации, как вы из них выходили, могли ли вы вообще защитить кого-то, кого обижают, и что вами двигало, что вас мотивировало. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы больше узнать о такого рода манипуляциях. Смотрите плейлист на моем канале Victim Blaming. А если хотите записаться на консультацию, переходите на мой сайт, страницу услуги. До свидания, это была Татьяна Дьяченко.